Здравствуйте, Дональд Фредович. Рад вас видеть. Hello, Владимир. Ты сказал, что рад меня видеть. Это правда? Ну нет, конечно. Это я так, знаете, для приличия, чтобы казаться вам максимально приятным. Согласен. Из всех недоумков, с которыми мне приходилось иметь дело, ты самый приличный. И это приятно. Спасибо. Я сейчас только не совсем понял, вы о чем. Вот видишь, то, что ты не совсем понял, еще раз доказывает, что ты приличный недоумок. Ну, будем считать, что я этого не услышал. Я могу повторить. Не надо, не стоит. Так вот, я чего вам звоню? Смотрел же в понедельник ваше выступление. Правда? И как тебе? Впечатлило. Вы знаете, очень впечатлило. Прям вот на одном дыхании все смотрелось. Особенно мне запомнилась вот эта ваша фраза про 50 дней, которые вы мне выделили. Согласись, это немало. Нет, я согласен, это немало, но хотелось как-то дольше пожить. Но 50 дней это я дал время для подписания соглашения о прекращении огня. Ну так а я вам о чем? Просто вслед за прекращением огня может быть внезапное прекращение меня. Ты знаешь, интересная мысль. Предлагаю тогда сократить этот срок вдвое. Нет, не надо. Цифра 50 меня вполне устраивает. Тут вопрос в другом. Я там краем уха услышал, что вы хотите передать Украине много оружия. Это правда? Yes, это правда. Оно уже летит, пока что в Украину, но скоро будет лететь к вам. Так вот я как раз по этому поводу и звоню. Просто Украина нас и так неплохо утюжит, и без вашего оружия. А представляете, что с нами будет, когда оно у них появится? Да-да, представляю. Скажу больше, уже все себе это представляют. Представляешь? Представляю, но вы согласны, что если это оружие нас в какой-то момент поразит... Согласен, ты тот еще паразит. Скажу больше, из всех паразитов, с которыми мне приходилось общаться, ты самый приятный. Спасибо. Приятный и дружеублюдный. Вы хотели сказать дружелюбный? Все, что я хотел сказать, я сказал еще в понедельник. Да, так вот, если по нам, не дай бог, прилетит, то вы же понимаете, что наш ответ будет молниеносным. Что, Медведев опять что-то напишет страшное в Твиттере? А хотя бы так. Ну, правда, это при условии, что он успеет протрезветь. Не волнуйся, успеет. Наше оружие отрезвит кого угодно, даже Димона. Дорогой Дональд, давайте, как говорится, не будем будить русского Медведева, и вы просто отмените свое поспешное решение. Ну, не знаю. Все потом опять скажут, что я не держу свое слово. Ну и что? Я вон уже 25 лет как не держу свое слово. Говорил, что не буду повышать пенсионный возраст. Повысил. Что мобилизации не будет, говорил. Была. Что не буду менять Конституцию под себя. Не сдержал слова. Да что я вам все про свое недержание под себя рассказываю? Просто всем скажете, что у вас 7 фрайдей на неделе, и вы, как всегда, передумали. Нет, не могу. Я просто уже пообещал дать Украине оружие. Ну и что? Я тоже Украине обещал, что не буду нападать на Украину. Как видите, напал на свою голову. Да при чем тут Украина? Я Мелании пообещал, что передам Украине оружие. Ну так а в чем проблема нарушить свое обещание Мелании? Скажите ей просто, пацан сказал, пацан не сделал, и все. No, у моей Мелании фамилия Трамп, и она очень не любит, когда Трампу что-то обещают и потом этого не делают. И ты, маленький говнюк, должен был об этом знать, как никто. Кстати, из всех маленьких говнюков, с которыми мне приходилось общаться, ты самый приятный. Дональд, ну вы тоже не перегибайте. Я, конечно, говнюк, но не такой маленький, как вам кажется. Дональд, дорогой, я дома. Sorry, Мелания пришла. Привет, мое солнышко, моя крошечка, моя бусинка, моя рыбонька. Ты что там, фильм ужасов смотришь? Ну, с чего ты взяла? А что это за упырь у тебя на экране? Это мой коллега из России, Владимир, мы общаемся. Тогда скажи ему, чтоб он сдох.
Любимая, сказать такое я ему не могу, но я все делаю для того, чтобы твое желание поскорее сбылось. Потерпи всего каких-то 50 дней. Спасибо, любимый. Когда окончишь общаться с этим конченым, не забудь продезинфицировать экран и пригласить пастора, чтобы он осветил комнату. Обязательно, дорогая, сделаю все, как ты просишь. Дональд, простите, а это все сейчас Мелания о ком говорила? Я не знаю, о ком она сейчас говорила, но из всех, о ком она так говорила, ты самый приятный. Спасибо. Так что там насчет отмены поставок оружия? Я ничего отменять не буду. Это удачная сделка, Европа платит нам деньги, мы поставляем Украине Так оружие. давайте чуть поменяем схему. Вы не поставляете им оружие, а Россия за все заплатит. Ты знаешь, Владимир, у Зеленского было предложение поинтересней. Он сказал, дайте нам ваше оружие, и тогда Россия точно за все заплатит. И эта схема мне нравится больше. Все, бай-бай.